Здравствуйте! Здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! На канале Раисы Кориченко «Дача, сад, огород, цветы» новое видео. И это видео посвящено цветам, многолетним астрам. Раньше я видела многолетние астры, вот такие цветочки были. Они росли в парках, и у меня тоже дочка принесла кустик. Мы высаживали их у дороги. Они низкорослые были, и на этом знакомство с этими цветами у меня закончилось. Но в 2014 году осенью я была у друзей своих и увидела у них тоже, они довольно-таки низкие были, вот такие розовые цветочки. Я, конечно, захотела вот именно розовый цвет, когда уже было в основном серые, коричневые, такие цвета, желтые. И тут как раз в саду вот это яркое пятно, звездочки такие, привлекли внимание. Поэтому я попросила, естественно, кусочек, и мне отделили вместе с корешком вот один кустичек небольшой, и я высадила здесь у крана. Вот этот куст сейчас уже имеет у меня высоту 1,80 м. Вот такой он огромный. Но я уже от него успела рассадить много кустов за это время. И потом я вам покажу, что у меня получилось благодаря вот этим многолетним астрам. Это очень красиво, ярко, и мне еще захотелось другие яркие краски получить. Поэтому я знаю, что именно с семян, размножение семенами позволяет получить изначальные какие-то краски, другие краски. Поэтому я в прошлом году осенью нарвала уже созревшие цветочки и рассыпала по саду, везде, повсюду, чтобы увидеть, что же получится. Ну вот, получился рядышком, взошел вот такой он, более темный цвет. Такие цветочечки, вот они такие красивые. Он чуть-чуть меньше, этот кустик рядом с большим материнским кустом. Он вырос высотой чуть более метра. Ну, очень красивые цветочки. Здесь у теплицы как бы защищенное место и кран рядом с водой, и поэтому этим цветам больше всего доставалось водички. Из семян взошли где-то с десяток новых растений, и они уже зацвели. И вот такой красивый экземпляр рядышком с розой. Белая роза и сочетание вот этого фиолетового, такого насыщенного цвета, очень красивое. Вот есть уже и такой куст. Вот еще один экземпляр. Это белые такие, ну, очаровательные цветочки. Здесь, конечно, у дорожки, где бетонная дорога, но семечки упали в землю благодатную и, естественно, проросли рядышком вместе с розовым. Вот такое красивое сочетание, контраст, очень красиво. Вот эти белые красавцы тоже станут скоро у меня постоянными жителями. Многолетние астры, оказывается, бывают многих разновидностей, здесь около 600 видов. Ну, я раньше, так как я уже говорила, знала только кустарниковую, такую кустовая форма, мелкие цветочки, они обычно светло-фиолетового такого цвета были. Ну вот, стала изучать, что же это у меня за такие многолетние астры. Но оказалось, что больше они похожи на новобельгийские астрочки, виргинские. Но по устойчивости к мучнистой росе они больше похожи на новоанглийские. Ну а цветочки все-таки на новобельгийские похожи. И у нас их называют октябринки. Они зацветают на севере Одесской области. Покрова их еще называют. Ну, а мне очень нравится их называть астрочками, мои нежные астрочки. Чем они мне понравились и завоевали мое сердце? Ну, первый вид, мое знакомство, это то, что на темном фоне, грустном фоне осеннего сада вот эта красота, яркая красота и расширение пространства. Пчелы летают здесь, набирают себе пыльцу, что-то еще собирают.
всякие бабочки садятся. Вот такая вот, даже сейчас холодно у нас, вот пришел холод, и они приостановились, потому что если 30-градусная жара, как в прошлом году было в конце сентября, они за 3 дня у меня перецвели. А сейчас вот похолодание такое пришло, и они, естественно, будут дольше цвести, где-то неделю, иногда даже больше стоят вот в этом ярком розовом цвету. Мне нравится, что не нужно особо их поливать, не надо их обрабатывать, они практически не болеют. Единственное, что вот ветви, листики высыхают на нижней части стеблей, но это естественное состояние, уже все-таки такое время, ну и тем более, что у нас 7 августа практически не было дождей. Даже этот циклон, который принес холод, буквально нам только пыль прибил, и все, особого такого дождя у нас не было. Они морозоустойчивые, не боятся морозов. Я их не присыпаю, не укрываю на зиму. Живут у нас углинки, живут себе спокойно на суглинках. Вот цветение очень хорошо, что как раз в конце сентября, как раз когда уже почти все цветы прекращают цвести. Вот эти все плюсы мне очень нравятся, и из-за этого я выбираю, конечно, выращивать и в дальнейшем эти цветочки, и в дальнейшем радоваться вот этой красоте. Итак, тема сегодняшнего видео — многолетние астры. Думаю, что частично я ее раскрыла, потому что эти цветы очень интересные, и будут новые открытия. Я все-таки определюсь, что же это за цветы у меня. То ли это новобельгийские, то ли новоанглийские, или с помощью рассады, разведения с помощью семян, может быть, получится еще какой-то новый сорт, потому что пчелки делают свое дело, они опыляют и создают какие-то новые расцветки, новые растения. Они выполняют свою работу как раз на отлично. Многолетние астры, октябринки, покрова, ну и просто прекрасные звездные цветочки. У меня дома называют их звездочками. Звездочки, розовые звездочки, теперь белые, фиолетовые, более темные такие красивые звездочки появились. И это очень радует, и мы обязательно их дальше будем размножать. И я имею какие-то планы очень интересные, но когда уже осуществлю, расскажу и покажу. Очень интересно, их можно использовать в саду при различных посадках. С вами была Раиса Горяченко, рассказывала о многолетних астрах и показывала их в эти уже холодные, прекрасные сентябрьские дни, когда сентябрь заканчивается, а у нас яркие, красивые краски весны. Желаю вам хорошего настроения, отменной погоды, мира и добра в ваши дома. Всего доброго, всего самого доброго.